Привет, ребят! В этом видео поговорим про сколиоз. Как вы знаете, у меня был и есть сколиоз, но был он вторая степень, переходящая в третью, а сейчас это стабильно первая степень. То есть он у меня не ухудшается, но и не улучшается. В этом видео разберем 5 мифов о сколиозе, они же самые часто задаваемые вопросы в комментариях, после чего я сделаю промежуточный вывод и скажу, почему, возможно, мой случай похожий уже не исправить, и почему именно такие случаи сколиоза не нуждаются в исправлении вовсе. Миф номер 1. Сколиоз не лечится, неважно после 18 лет или вообще. Если вы сами создали себе условия для сколиоза, то можете сами же их и устранить или заменить. Позвоночник до самой старости будет подстраиваться под вас и под ваш образ жизни. Это очень большое заблуждение в том, что в 18 лет наш позвоночник становится статичен и дальше уже никак не изменяется. На своем примере могу сказать, что до тех пор, пока я создавал себе условия для сколиоза, а именно это ежедневное сидение с поднятым плечом, писание вот в скрюченной позиции от руки, параллельно с этим таскание сумки на одном плече, мой сколиоз прекрасно развивался и прогрессировал. Прекратив так делать, позвоночник, конечно же, сам не выпрямился, но с помощью упражнений и самоконтроля мне удалось выровнять плечи, восстановить дугу и закрепить данный результат. Миф номер 2. При сколиозе нужно носить корсет, и они помогают. На самом деле корсеты могут помочь вам снизить нагрузку, но в то же время они ослабевают мышцы, потому что зачем им напрягаться и работать, если есть альтернативная поддержка. То есть без корсета мышцы и так работали не совсем активно, не совсем стабильно, создавая и прогрессируя в этом дисбалансе. Вы одели корсет, сделали какую-то поддержку, поносили его какое-то время, сняли корсет, скорее всего, уже и эти мышцы станут более слабые, которые оказывали какую-то поддержку для спины, и может стать в теории еще хуже. В лучшем случае вы можете заморозить проблему, а в худшем случае искривление продолжится с новой интенсивностью. То есть корсет можно использовать, но как дополнительную поддержку в упражнениях, но никак не полноценный способ что-либо исправить. Лично для меня любой корсет ассоциируется только с большим дискомфортом и с неестественностью положения. Поэтому это не рабочий инструмент. Миф номер 3. Упражнения при сколиозе должны быть симметричными. В зависимости от случая я бы сказал, что работать нужно как симметрично, так и асимметрично. То есть сначала мы работаем со слабой стороной, чтобы укрепить эту сторону, а затем мы пробуем включать ее в общую симметричную динамику тела. И здесь важно, чтобы разница в силе сторон на этом этапе не превышала 10-20%, так у них будет большая вероятность сбалансироваться. Но, например, в моем случае C-образного сколиоза первое время я работал только с симметричными движениями, что дало мне неплохой результат. Но как только я добавил асимметричные движения, то есть отдельно укреплять слабую сторону, прогресс пошел значительно быстрее. Миф номер 4. Ходьба, плавание и ловка достаточно, и это помогает. Опять же, моя единственная и ключевая претензия ко всем существующим методикам в том, что идет работа только с симптомами и не идет никакой работы на поиск и устранение первопричины. Если есть случай образования сколиоза от того, что кто-то мало ходит или мало плавает, и начав это делать, у человека резко идет улучшение состояния, то таких случаев 1 из 1000. У всех остальных случаев причины сколиоза достаточно более бытовые. Например, это поза сидения нога на ногу, нога под ягодицу, позиция тела сидения и писания от руки, как было это в моем случае, неправильное повседневное ношение тяжелых сумок и любых других вещей, регулярная перегрузка слабых мышц тяжестями, опять же, неважно, в спортзале или в быту. Упражнения также могут быть совершенно неэффективны, если вы продолжаете жить в сколиозной среде. Это можно рассчитать как 30 минут упражнений никогда не смогут компенсировать 8-12 часов регулярных перегрузок. Поэтому этого никогда не будет достаточно плавания, ходьбы, только ЛФК, упражнения без устранения первопричины сколиоза. Однако, если у вас стоит задача только адаптировать тело к сколиозу и не стоит задачи попытаться его как-то исправить или выпрямить, то да, в таком случае действительно можно работать только с симптомами, игнорируя первопричину. Миф номер 5. Причины сколиоза в мышцах и позвоночнике. Как я говорил ранее, позвоночник подстраивается под нас.
Соответственно, за исключением функционального сколиоза, как было в моем случае, когда лишь поза писания, сидения и вот такого намеренного скрючивания стала причиной сколиоза, в таком случае, выполняя компенсацию и упражнения на укрепление слабой стороны, можно гораздо быстрее добиться результата. Во всех остальных случаях структурного сколиоза работа идет с ногами, с тазом, со стопами, с дыханием, с походкой и так далее. Почему мой случай уже не исправить? Последние несколько лет у меня нет прогресса именно по сколиозу. Когда я начинал исправлять свой сколиоз, я понятия не имел, что и как делать, и еще более я не понимал, что из этого сработает, а что нет. Так, мой этап укрепления и создания мышечного каркаса начался гораздо раньше этапа развития подвижности. И можно предположить, что поменяя их местами, результат сейчас был бы еще лучше. Но и этот меня полностью устраивает, потому что основные задачи у меня были выровнять симметрию плеч и избавиться от перегрузов слабой стороны. Возможно, что через несколько десятков лет мышечный каркас снова выйдет из строя и придется делать что-то по новой. Я наблюдаю сейчас такое у бывших спортсменов, которых условно сколиоз определили в подростковом возрасте, затем они начали активно заниматься, неважно каким видом спорта, но тело укрепилось так, что там, с 20 до 50 лет их вообще никак сколиоз не беспокоил. Но в возрасте 55-65 срок годности их мышечного каркаса начал подистекать, и искривление либо дискомфорт продолжились. В любом случае это не беспокоит тогда, когда ты знаешь и понимаешь, что с этим делать.